Приветствую тебя, дорогой подписчик, на моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Зейн потянулся, чувствуя, как хрустят суставы после долгой ночи за ноутбуком. Бывший журналист, привыкший к грохоту мегаполиса, дедлайнам и бесконечному потоку новостей, он сбежал сюда, в глушь, чтобы найти свой настоящий голос. Он мечтал написать роман. Не очередную статью-однодневку, а что-то вечное, настоящее. Но пока слова шли туго, и единственным, что получалось у него безупречно, был утренний ритуал созерцания леса. «Кофе», – прошептал он сам себе, мечтая о горячей кружке, которая вернет его к жизни. Он уже собирался развернуться и пойти на кухню, когда краем глаза уловил движение. Ни шелест листвы, ни прыжок белки. Это было что-то тяжелое, монументальное. Зейн замер. Его взгляд скользнул вниз, к ступеням крыльца, и сердце, казалось, пропустило удар, а затем забилось где-то в горле. Всего в нескольких метрах от него стояла смерть. Или чудо. Это была медведица. Огромная, черная, как сама ночь, она занимала собой все пространство перед домом. Ее шкура лоснилась от утренней росы, а мышцы под ней перекатывались с пугающей мощью. Но не размер зверя пригвоздил Зейна к месту. Это были ее глаза. Обычно глаза дикого зверя холодны и непроницаемы, но в этих темных, влажных омутах плескалось что-то до боли человеческое. Отчаяние. Зейну показалось, что из них вот-вот брызнут слезы. Медведица не рычала, не вставала на дыбы. Она стояла неподвижно, низко опустив массивную голову. В ее пасти что-то было. Зейн прищурился, борясь с инстинктивным желанием захлопнуть дверь и задвинуть засов. В зубах хищника безвольно висела маленькая, похожая на тряпичную куклу тельце. Медвежонок. Господи! Выдохнул Зейн. Медведица медленно, с невероятной осторожностью, разжала челюсти. Маленький комочек меха мягко упал на деревянный настил крыльца. Он не пошевелился. Медведица издала звук, не рык, а скорее глубокий вибрирующий стон, и сделала шаг назад, потом еще один. Она смотрела прямо на Зейна. В этот момент время для бывшего журналиста остановилось. Весь его рациональный опыт кричал «Беги! Это дикий зверь!». Но сердце, то самое сердце писателя, которое он пытался разбудить в себе месяцами, подсказало другое. Это не нападение, это просьба о помощи. Зейн сглотнул вязкую слюну. Страх ледяными иглами колол затылок, но он заставил себя сделать шаг вперед. «Я тебя понял». Его голос дрожал, звучал хрипло и неуверенно в утренней тишине. «Я не обижу». Он медленно опустился на колени. До медвежонка было рукой подать. Мать стояла в 5 метрах, напряженная, как стальная пружина. Одно неверное движение, и Зейн превратился бы в воспоминание. Но он не смотрел на нее. Все его внимание было приковано к маленькому телу. Грудная клетка медвежонка едва заметно дрогнула. «Ты жив?» – прошептал Зейн. «Ты еще жив, малыш?» Он поднял глаза на медведицу. Их взгляды встретились. В этом безмолвном диалоге двух разных видов произошло что-то сакральное. Она доверяла ему самое дорогое, что у нее было, потому что у нее не осталось выбора. «Я обещаю», – твердо сказал Зейн, обращаясь к огромному зверю. «Я сделаю все, что смогу». Действовать нужно было быстро. Зейн стянул с себя фланелевую рубашку, оставшись в одной футболке на холодном ветру, и осторожно завернул в нее медвежонка. Тот был на удивление легким, но горячим, как печка. На боку малыша сквозь слипшуюся шерсть проступала уродливая кровоточащая рана. Зейн поднялся, прижимая сверток к груди, и медленно попятился к двери. Медведица не двинулась с места, лишь провожала его взглядом, полным тоски. Оказавшись внутри, Зейн захлопнул дверь, но не запер ее. Теперь дом превратился в полевой госпиталь. Адреналин ударил в голову, мысли стали четкими и ясными. Так спокойно, тепло. Нам нужно тепло, бормотал он, мечась по комнате.
Он сгреб с дивана пледы, побежал в ванную за чистыми полотенцами. На кухне включил чайник, нужна горячая вода для грелки. Обычные пластиковые бутылки сойдут. Он наполнил их теплой, но не обжигающей водой, обернул тканью и соорудил на полу в гостиной, рядом с электрическим обогревателем, импровизированное гнездо. Зейн аккуратно положил медвежонка в центр. «Ну же, приятель, давай». Он приложил пальцы к шее зверька, ища пульс под густым мехом. Тук-тук-тук. Слабо, нити видно, но сердце билось. Дыхание было прерывистым, со свистом. «Держись». Зейн схватил телефон. Пальцы плохо слушались, когда он набирал номер Элизабет, местного ветеринара, которая лечила его собаку, когда та еще была жива. «Лиз, это Зейн. Броуди. Не спрашивай ничего, просто слушай. У меня дома раненый медвежонок». «Зейн, ты пьян?» Голос в трубке был сонным и раздраженным. «Лиз, я серьезно. Мать принесла его мне на крыльцо, он умирает. У него рана на боку, дыхание слабое. Что мне делать?» Пауза на том конце провода длилась секунду, но показалась вечностью. Тон Элизабет мгновенно изменился, став профессионально жестким. «Проверь десны. Если они бледные, это шок или кровопотеря. Согревай его, но не перегрей. Я выезжаю. Я позвоню Джеймсу, он специалист по диким животным из заповедника. Зейн, ты понимаешь, во что ввязался?» «Просто приезжай, Лиз, пожалуйста». Зейн отбросил телефон и вернулся к пациенту. Он развел в теплой воде немного меда. Где-то читал, что это помогает при шоке и дает энергию. Смочил палец в сладкой жидкости и поднес к мордочке медвежонка. Черный влажный нос дернулся. Язычок, маленький и шершавый, слабо лизнул палец. «Вот так, молодец». Зейн улыбнулся, чувствуя, как по щекам текут слезы облегчения. «Ты боец, я вижу». Он осмотрел рану. Выглядела скверно, рваные края, запекшаяся кровь. Зейн достал аптечку, нашел перекись водорода и чистые бинты. «Будет немного щипать, прости», – прошептал он, начиная обрабатывать рану. Медвежонок дернулся и издал жалобный писк, но сил сопротивляться у него не было. Время тянулось, как густая патока. Элизабет перезвонила и сказала, что Джеймс уже в пути, у него есть антибиотики и обезболивающее. Зейн сидел на полу, не отходя от своего подопечного ни на шаг. «Знаешь, я назову тебя Баки», – вдруг сказал Зейн. «Как того героя из комиксов. Он тоже был крепким парнем и выжил, когда никто не верил. Тебе идет». Примерно через час Баки открыл один глаз. Он был мутным, но взгляд сфокусировался на лице человека. В этом взгляде не было страха, только странное, почти детское любопытство и, возможно, благодарность. Медвежонок глубоко вздохнул, и его дыхание стало ровнее. Зейн подошел к окну. Медведица исчезла с крыльца, но он знал, что она недалеко. Черная тень мелькнула на границе леса, среди кустов. Она ждала. Она доверила ему сына, но не собиралась бросать его. «Я не подведу», — снова прошептал Зейн, глядя в сторону леса. Шум мотора разорвал вечернюю тишину. К дому подъехал внедорожник. Зейн вышел встречать гостей, предупредительно подняв руку. «Осторожнее», — сказал он вышедшим из машины Элизабет и высокому бородатому мужчине, Джеймсу. «Мать где-то рядом. Мы видели следы». Кивнул Джеймс, доставая медицинский кейс. «Она наблюдает. Это невероятно, Зейн. Медведицы – самые яростные защитницы в природе. То, что она принесла детеныша человеку, я читал о таком, но никогда не видел». Они вошли в дом. Джеймс и Элизабет немедленно приступили к осмотру. Баки заворчал, когда чужие руки коснулись его раны, но Зейн положил руку ему на холку, и малыш успокоился. «Это укус», – констатировал Джеймс, осматривая бок медвежонка. «Взрослый самец». «Зачем?» – ужаснулся Зейн. «Природа жестока, друг мой», – вздохнул Джеймс, набирая лекарство в шприц. «Самцы убивают детенышей, чтобы самка снова вошла в течку и могла родить их потомство. Это инстинкт размножения.
Мать отбила его, но поняла, что не сможет вылечить. Она спасла его единственным доступным способом, принесла к тем, у кого есть руки и лекарства. Джеймс сделал укол антибиотика и обработал рану специальной мазью. Ему повезло, органы не задеты, только мышцы и шкура. Он молодой, регенерация бешеная. Через пару дней будет бегать. «Что дальше?» – спросил Зейн. «Я оставлю тебе медикаменты и инструкции». Джеймс серьезно посмотрел на писателя. «Но ты должен понимать, он дикий зверь. Его нельзя приручать. Как только он сможет ходить, его нужно вернуть. Если он привыкнет к человеку, он станет опасен и для людей, и для себя. Его придется усыпить или запереть в зоопарке. Ты этого хочешь?» «Нет», – твердо ответил Зейн. «Он вернется в лес». Следующие 3 дня прошли как в тумане. Бакки восстанавливался с поразительной скоростью. Рана затягивалась на глазах, аппетит зверски рос. Он уже с удовольствием ел кашу и фрукты, которые готовил ему Зейн. Бакки ковылял за Зейном по дому, смешно переваливаясь, и пытался играть с его шнурками. Зейн привязался к нему, это было неизбежно. Он смотрел, как Бакки спит у камина, и представлял, как здорово было бы оставить его себе. Но он помнил слова Джеймса, и он помнил глаза медведицы. На 4-й день к дому подъехала патрульная машина. Из нее вышла помощница шерифа Лизи, давняя знакомая Зейна. «Привет, Зейн». Она выглядела виноватой. «Слухи быстро ползут. В городе говорят, у тебя медведь в гостиной. Он ранен, Лизи, я его лечу. Я знаю, ты хороший парень, но служба охраны дикой природы уже в курсе. Они планируют приехать завтра и забрать его. Ты же знаешь протокол, реабилитационный центр, карантин. А если решат, что он слишком контактировал с человеком, могут и не выпустить». Сердце Зейна упало. Казенный дом, клетка, чужие люди. Бакки этого не заслужил. И его мать, которая все эти ночи дежурила у кромки леса, тоже. «Спасибо, что предупредила, Лизи», — сказал он. «Я ничего не видела». Она подмигнула и села в машину. «У тебя есть время до утра». Решение было принято мгновенно. «Пора, Бакки», — сказал Зейн, входя в дом. Медвежонок поднял голову, словно понимая. Зейн завернул его в то же одеяло, взял на руки и понес к своему джипу. Медвежонок не сопротивлялся. Они ехали по лесной дороге медленно. Зейн знал место – старая поляна у ручья, где он часто видел следы этой медведицы раньше. Это была ее территория. Машина остановилась. Зейн заглушил мотор и вышел. Лес был тих, но эта тишина была наполнена присутствием. Он открыл пассажирскую дверь и помог Бакки спуститься на землю. «Ну, вот и все, приятель». Голос Зейна дрогнул. «Дальше сам». Бакки сделал пару неуверенных шагов, понюхал воздух, а потом обернулся к Зейну. Он подошел и ткнулся мокрым носом в ногу человека. «Иди». Зейн мягко подтолкнул его в сторону чащи. «Тебя ждут». Кусты на другой стороне поляны затрещали. Зейн замер. Из тени вышла она, медведица. Она выглядела еще огромнее, чем в первый раз. Она остановилась, втягивая носом воздух. Бакки замер посередине, между человеком, который спас ему жизнь, и матерью, которая дала ему эту жизнь. Это был момент истины. Зов крови против тепла и уюта. Медведица издала низкий призывающий звук. Бакки оглянулся на Зейна последний раз. В его глазках-пуговках читалось прощание. А затем он побежал. Неуклюже, прихрамывая, но быстро. Мать обнюхала его с головы до пят, грубовато толкнула носом, проверяя, цел ли он. А затем подняла голову и посмотрела на Зейна. В этот раз в ее глазах не было слез. Там было спокойствие и признание. Они развернулись и исчезли в густой зелени леса. Зейн остался один на пустой поляне. Зейн вернулся в пустой дом. Тишина, которая раньше казалась ему благословением, теперь звенела одиночеством. Он собрал миски, полотенца, игрушку, которую смастерил для Бакки,
и отнес все на чердак. Но история на этом не закончилась.